Каждый день один и тот же тигр появлялся возле военного лагеря, словно намеренно стараясь привлечь внимание людей. Когда военнослужащие наконец решили проследить за ним, открывшаяся причина заставила их испытать настоящий шок. Капитану Адриану недавно поручили командование военной базой, расположенной в труднодоступном районе северо-восточной части Бангладеш, неподалеку от границы с соседними государствами. На его плечах лежала серьезная ответственность. Он должен был организовывать работу военнослужащих, следить за охраняемым участком границы круглые сутки, предотвращать незаконное пересечение территории и немедленно докладывать руководству обо всех подозрительных происшествиях. Адриан относился к своим обязанностям предельно серьезно и за короткое время успел зарекомендовать себя как внимательный и дисциплинированный командир, однако он даже представить не мог, что однажды столкнется с настолько необычной ситуацией. Однажды, во время очередного патрулирования, несколько военнослужащих заметили возле главных ворот базы нечто совершенно неожиданное. Там находился тигр. Полосатый хищник не убегал от людей и не пытался скрыться среди густой растительности. Он долго сидел неподалеку от входа, затем медленно прохаживался вдоль ограждения, а спустя некоторое время снова возвращался на то же место, будто специально пытался добиться внимания находившихся на посту солдат. Поначалу капитан Адриан не придал этому происшествию особого значения. В конце концов, в этом регионе дикие животные иногда подходили достаточно близко к человеческим поселениям. Однако вскоре командир начал рассматривать ситуацию с другой стороны. Он прекрасно понимал, что во время службы необходимо учитывать даже самые невероятные варианты развития событий. Вражеские силы могли попытаться использовать животное для диверсии, например, спрятать внутри него взрывное устройство или каким-либо другим способом направить его к охраняемому объекту. Кроме того, современные технологии уже позволяли создавать роботизированные устройства, внешне практически неотличимые от настоящих животных. Такие машины могли использоваться для наблюдения, разведки и сбора информации. Поэтому Адриан решил не рисковать. Он приказал специалисту по техническому наблюдению провести тщательную проверку тигра при помощи имеющегося оборудования. Военнослужащие просканировали животное с нескольких направлений, внимательно изучили полученные данные и убедились, что перед ними действительно находился живой хищник, а не роботизированное устройство или какой-либо замаскированный механизм. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Тигр оказался совершенно обычным животным. Однако после этого вопрос лишь стал еще более странным. Хищник оставался возле базы часами, и постепенно это начало тревожить капитана. Он не мог понять, почему тигр, который должен был охотиться в лесу и избегать людей, снова и снова приближался к военному объекту. Адриан приказал своим подчиненным ни в коем случае не стрелять в животное и не причинять ему вреда, если оно не проявит агрессии. Командир предположил, что тигр мог быть просто заинтересован необычным сооружением, шумом техники или присутствием большого количества людей, ведь подобное зрелище наверняка отличалось от привычной жизни в джунглях. Но даже тогда он не представлял, что за настойчивым поведением животного скрывалась совершенно другая причина. Через некоторое время тигр начал издавать громкое рычание, периодически поворачивая голову в сторону солдат. Некоторые военнослужащие решили, что хищник голоден и надеется получить пищу. Но эта версия казалась маловероятной. Тигр находился в естественной среде, где было достаточно добычи, поэтому ему не было никакой необходимости приходить к военной базе и выпрашивать еду у людей. Никто из солдат еще не понимал, насколько ошибочными были их предположения и какой страшный секрет пытался показать им этот зверь. С наступлением ночи тигр наконец покинул территорию возле базы и скрылся среди деревьев.
Адриан решил, что, вероятно, животное больше не появится, и военнослужащие вернулись к обычному распорядку. Но утром следующего дня система наблюдения неожиданно зафиксировала движение со стороны леса. Дежурные сразу же сообщили командиру, что к базе приближается крупное животное. Все приготовились к возможной опасности, однако через несколько минут стало ясно, что тревога была напрасной. К воротам снова направлялся тот же тигр. Услышав об этом, капитан Адриан был по-настоящему озадачен. Теперь он окончательно убедился, что поведение животного нельзя объяснить обычным любопытством. Дикий тигр не стал бы каждый день преодолевать значительное расстояние и подходить к месту, где постоянно находились люди, если бы его ничего не беспокоило. На мгновение командир даже предположил, что животное может использоваться как отвлекающий маневр, или что оно пытается устроить засаду военнослужащим, которые регулярно покидали базу и возвращались обратно. Однако почти сразу он отказался от этой версии. Тигр не проявлял враждебности, не бросался на людей, не демонстрировал готовности к нападению и даже не пытался приблизиться к ним. Напротив, казалось, он чего-то ждал. Вскоре раздался протяжный и тревожный рев. Адриан поднялся на смотровую площадку и через бинокль внимательно посмотрел на животное. Перед ним стоял большой и сильный тигр, но в его поведении было что-то необычное. Командиру показалось, что зверь обеспокоен и словно пытается сообщить людям о какой-то проблеме. Тогда Адриан решил, что больше ждать нельзя. На следующий день, когда тигр вновь появился у базы, капитан выбрал 7 наиболее опытных военнослужащих и предложил им отправиться вместе с ним на разведку. Их задача была простой только на первый взгляд — выйти за пределы базы, приблизиться к животному, но не слишком близко, и попытаться понять, чего именно оно добивается. Все участники операции получили строгий приказ не провоцировать хищника. Если тигр внезапно проявит агрессию, военнослужащие должны были обезопасить себя с помощью снотворного дротика, после чего вызвать специалистов по работе с дикими животными. Никто из них не мог представить, насколько неожиданным окажется продолжение этой истории. Когда группа покинула территорию базы, солдаты опустили оружие, демонстрируя отсутствие агрессии. Они ожидали, что тигр либо испугается, либо попытается приблизиться к людям. Но произошло нечто совершенно другое. Хищник несколько секунд смотрел на них, а затем медленно развернулся и направился в сторону густого леса. Пройдя несколько метров, он остановился и оглянулся. Затем снова пошел вперед, через некоторое время вновь повернул голову и посмотрел назад. Солдаты переглянулись. Было очевидно, что тигр проверял, идут ли они за ним. Адриан поднял руку и дал своим людям знак продолжать движение. Группа осторожно последовала за животным. Каждый следующий шаг вызывал все больше вопросов. Тигр двигался уверенно, будто прекрасно знал, куда направляется. Он не метался из стороны в сторону и не пытался убежать. Напротив, время от времени зверь останавливался, оборачивался и ждал, пока люди его догонят. Солдаты шли все глубже в лес, а окружающая местность становилась все более труднопроходимой. Ветки цеплялись за форму, под ногами появлялись корни, густые заросли мешали двигаться быстро, а жара и влажность постепенно отнимали силы. Прошел час, затем второй. По мере продвижения некоторые военнослужащие начали сомневаться, правильно ли они поступают. Следовать за диким хищником в неизвестность становилось все опаснее. Никто не знал, куда именно он их ведет и что может произойти впереди. Но тигр продолжал двигаться вперед, словно отчаянно надеялся, что люди не повернут назад. Адриан решил продолжить путь. Через несколько часов командир начал понимать, насколько далеко они ушли от базы. По его расчетам, до границы с соседней страной оставалось всего несколько километров. Пересекать эту территорию военнослужащим было запрещено,
поскольку подобный шаг мог привести к серьезному международному инциденту. Если бы патруль обнаружили на чужой территории, его могли обвинить в незаконном проникновении и нарушении существующих договоренностей. Но возвращаться назад, так и не выяснив причину поведения тигра, Адриан тоже не хотел. Солдаты уже заметно устали. Они не брали с собой полноценные запасы воды и еды, поскольку изначально рассчитывали на короткую разведку. Теперь же становилось очевидно, что операция превратилась в настоящее многокилометровое путешествие по джунглям. Несмотря на усталость, люди продолжали двигаться. Внезапно тигр остановился и издал глубокий необычный рык. После этого он посмотрел назад. Адриан понял, что животное, вероятно, сигнализирует о том, что цель находится совсем близко. Командир оказался впереди группы. Он присел на одно колено и поднял ладонь, приказывая остальным остановиться. Военнослужащие замерли и начали внимательно осматривать окружающую территорию. Через несколько секунд перед ними открылась картина, которую никто из них никогда не смог бы забыть. В густой траве лежали два маленьких тигренка. Оба были тяжело ранены. Они практически не двигались и лишь изредка издавали слабые звуки боли. В этот момент солдаты наконец поняли все. Тигр, который несколько дней подряд приходил к военной базе, оказался тигрицей. Она была матерью этих двух детенышей и все это время пыталась найти людей, которые могли бы спасти ее малышей. Она не нападала на солдат, не просила еду и не пыталась проникнуть на территорию базы. Она просто искала помощь. Адриан почувствовал, как внутри все сжалось. Он посмотрел на детенышей и понял, что их состояние крайне тяжелое. Когда тигрята увидели мать, они попытались подняться, однако почти сразу рухнули обратно на землю. Любое движение причиняло им сильную боль. На их телах были глубокие раны, многочисленные ушибы и повреждения. Капитан не имел большого опыта обращения с дикими животными, но ему не требовалось быть ветеринаром, чтобы понять очевидное. Если тигрет не доставить к специалистам как можно скорее, они могут погибнуть. Адриан осторожно приблизился к тигрице. Все время он говорил спокойным голосом, стараясь показать, что не собирается причинять вред ни ей, ни ее детям. Остальные военнослужащие оставались на расстоянии, внимательно наблюдая за происходящим и готовые вмешаться, если хищница вдруг решит атаковать. Однако тигрица повела себя совершенно спокойно. Она немного отступила в сторону и позволила человеку приблизиться к детенышам. Адриан осмотрел их внимательнее и заметил характерные следы осколочных повреждений. Такие раны не могли появиться после обычной драки с другим животным. В этот момент капитан обратил внимание на странную яму неподалеку. Сначала она выглядела как обычное углубление в земле, но военный опыт подсказал ему, что все может быть гораздо опаснее. Адриан прекрасно знал, что эта территория долгое время была закрыта для гражданских, и что люди не должны были находиться здесь. Поэтому он приказал двум военнослужащим осторожно проверить подозрительный участок. При этом командир предупредил их не приближаться слишком быстро и не делать резких движений, поскольку существовала вероятность, что под землей находятся старые взрывные устройства. Пока двое солдат приступали к проверке, Адриан остался рядом с тигрицей. Она продолжала вылизывать своих малышей, стараясь успокоить их. Капитан медленно приблизился еще на несколько шагов и снова заговорил тихим голосом. Хищница не проявила агрессии. Она лишь наблюдала за человеком, словно понимала, что он пытается помочь. Адриан осторожно посмотрел на одного тигренка, затем на второго. Картина была ужасной. У детенышей были глубокие проникающие ранения, многочисленные ушибы и повреждения, которые могли быть вызваны только мощным взрывом или осколками. Вскоре двое отправленных солдат вернулись. Их лица были серьезными.
Они сообщили командиру, что обнаружили несколько старых мин, разбросанных вокруг этого участка. Та самая яма, которую заметил Адриан, образовалась после взрыва одного из устройств. Капитан почувствовал тяжелую смесь гнева и бессилия. Теперь он точно знал, что произошло. Тигрята случайно оказались рядом со старым минным полем и пострадали от последствий человеческого конфликта, который закончился много лет назад. Эти животные не имели никакого отношения к войнам людей, но именно они теперь расплачивались за решения, принятые задолго до их рождения. Адриан достал спутниковый телефон и немедленно связался с базой. Он запросил подкрепление, медицинскую помощь для животных и транспорт, способный безопасно вывести тигрицу с детенышами. Ожидание помощи казалось бесконечным. Солдаты старались держаться подальше от опасного участка, одновременно наблюдая за тигрицей и ее малышами. Когда подкрепление наконец прибыло, перед группой возникла новая проблема. Тигрицу нельзя было просто погрузить в транспорт в таком состоянии. Даже несмотря на ее спокойствие, она оставалась диким и очень сильным животным, поэтому специалисты решили временно усыпить ее с помощью снотворного дротика. Пока тигрица еще находилась в сознании, военнослужащие дали ей имя Мира, чтобы было проще обращаться к ней во время спасательной операции. Дротик подействовал быстро. Через несколько секунд хищница перестала сопротивляться и осторожно опустилась на землю. Спасатели аккуратно погрузили ее и 2 тигрят в транспорт и направились в специализированный центр помощи диким животным. На следующее утро группа прибыла в Центр восстановления редких животных, где ветеринары немедленно приняли пострадавших. Пока Мира находилась под действием снотворного, специалисты осторожно отделили детенышей для проведения медицинского обследования. К счастью, тигрята не потеряли конечности и других частей тела, однако их состояние требовало срочного лечения. Ветеринары быстро подготовили операционную и диагностическое оборудование. Каждый час был важен. Тем временем Мира начала приходить в себя. Когда тигрица полностью проснулась, она обнаружила, что находится внутри просторного, но закрытого вольера. Ее детенышей рядом не было. Животное сразу же запаниковало. Она начала громко рычать, метаться по вольеру и пытаться найти своих малышей. Ее рев разносился по всему центру. Она не понимала, что происходит, почему люди забрали ее детей и где они находятся. Для персонала было очевидно, что тигрица испытывает сильнейший стресс. В это же время ветеринары закончили первичное обследование. Новости оказались неоднозначными. Один из тигрят получил настолько серьезные повреждения, что ему требовалось хирургическое вмешательство. Второй, детеныш, также имел многочисленные раны и ушибы, однако операция ему не понадобилась. Оба тигренка были немедленно помещены под наблюдение, им назначили лечение и необходимые препараты. Ветеринары надеялись, что молодые животные смогут восстановиться, несмотря на тяжелые травмы. Первые признаки улучшения появились примерно через неделю. Один из тигрят уже мог самостоятельно стоять и передвигаться, не испытывая прежней сильной боли. Постепенно он начал проявлять интерес к окружающим. Иногда он пытался играть со сотрудниками центра, чем вызывал у них улыбки и радость. Особенно забавно было наблюдать, как он постоянно принюхивался к рукам ветеринаров, словно ожидал, что там обязательно окажется какое-нибудь лакомство. Конечно, детеныш еще не был полностью здоров, однако его энергия и природная ловкость давали персоналу надежду на полное восстановление. Второй тигренок, перенесший операцию, также начал постепенно приходить в себя. Каждый день специалисты замечали небольшие улучшения. Но пока малыши боролись за жизнь, их мать продолжала страдать. Почти 2 недели Мира не видела своих детенышей. Она становилась все более подавленной, временами отказывалась от пищи и иногда проявляла агрессию по отношению к сотрудникам. Ветеринары понимали, что это не просто каприз.
Тигрица не знала, живы ли ее дети, где они находятся и почему люди не возвращают их ей. Ее тревога постепенно превращалась в отчаяние. Тогда сотрудники решили, что пришло время изменить ситуацию. Тигрята уже заметно окрепли, а специалисты пришли к выводу, что контакт с матерью и ее естественное молоко могут помочь им быстрее восстановить силы. Было принято решение устроить долгожданную встречу. Весь персонал собрался, чтобы наблюдать за этим моментом. Когда Миру, наконец, подвели к ее детенышам, произошло нечто невероятно трогательное. Тигрица сразу узнала своих малышей. Она осторожно приблизилась к ним, начала облизывать их и мягко прижиматься к ним мордой. Детеныши ответили ей, прижавшись к матери. Мира словно проверяла каждого из них, убеждаясь, что они действительно рядом и живы. Затем она позволила тигрятам напиться молока. Для сотрудников центра это стало одним из самых эмоциональных моментов всей спасательной операции. Казалось, что мать наконец перестала бояться за своих детей. Состояние тигрят продолжало улучшаться, и специалисты рассчитывали, что уже через несколько дней они смогут покинуть медицинский блок и начать подготовку к возвращению в естественную среду. Когда капитан Адриан узнал о положительной динамике, он испытал настоящее облегчение. Он радовался тому, что тигрята выжили, однако одна мысль не давала ему покоя. В лесу все еще оставались мины. Если ничего не сделать, Мира и ее детеныши снова могли оказаться в опасности. Более того, под угрозой находились десятки других животных, которые жили в этой части джунглей. Адриан связался со своим командованием и рассказал обо всем, что обнаружил во время спасательной операции. После изучения старых военных документов выяснилось, что мины были установлены много десятилетий назад во время вооруженного конфликта. В те времена они использовались для защиты границы, однако теперь ситуация полностью изменилась. Страны больше не находились в состоянии войны. Между ними существовали мирные соглашения, а современные средства наблюдения позволяли охранять границу без использования старых минных полей. Кроме того, становилось все важнее защищать популяцию диких животных, численность которых на протяжении многих лет сокращалась из-за деятельности человека, разрушения среды обитания и других угроз. Уничтожение старых минных полей стало бы не только мерой безопасности для военнослужащих и местного населения, но и огромным вкладом в сохранение природы. После согласования операции специалисты приступили к разминированию. Для этого использовали тяжелую технику и специальное оборудование, позволяющее безопасно обнаруживать и обезвреживать старые взрывные устройства. Работа была сложной и требовала предельной осторожности, но военнослужащие и специалисты не останавливались. 5 дней понадобилось для того, чтобы полностью очистить опасные участки вокруг границы. Все обнаруженные мины были обезврежены, а территория, которая десятилетиями оставалась смертельно опасной, наконец стала намного безопаснее для животных. Тем временем состояние тигрят продолжало улучшаться. Настал день, когда ветеринары дали разрешение вернуть Миру и ее малышей в дикую природу. Капитан Адриан приехал, чтобы присутствовать при освобождении животных. Он стоял неподалеку и наблюдал, как тигрица постепенно уходит в густую растительность, а 2 ее подросших детеныша следуют за ней. Адриан чувствовал гордость и облегчение. Он был рад, что все закончилось хорошо, и одновременно думал, что, вероятно, больше никогда не увидит эту тигрицу. По крайней мере, именно так он считал. Но утром следующего дня военнослужащие на посту возле главных ворот неожиданно заметили знакомый силуэт. Один из солдат сначала решил, что ему показалось, однако затем узнал тигрицу. Это была Мира. Но на этот раз она пришла не одна.
Рядом с ней находились оба ее детеныша. Они стояли возле входа и спокойно смотрели в сторону людей. Когда Адриан вышел наружу, он сразу понял, что происходит. Тигрица словно решила еще раз показаться человеку, который спас ее детей. Капитан почувствовал, что это был ее способ выразить благодарность. Он попросил военнослужащих не двигаться и на несколько секунд соблюдать полную тишину. Никто не стал приближаться к животным. Мира постояла еще немного, затем повернулась и вместе с детенышами направилась обратно в лес. На этот раз она больше не возвращалась. Адриан долго смотрел им вслед, а затем улыбнулся. Он размышлял о том, что произошло за последние недели, и понимал, что его работа оказалась важной не только для людей. Солдат привык защищать территорию, охранять границу и оберегать тех, кто находится под его ответственностью. Но в этот раз объектом его защиты стали существа, которые даже не могли понять человеческий язык и не имели никакого отношения к человеческим войнам. Мины, оставшиеся после старого конфликта, представляли угрозу для природы, а их уничтожение позволило сделать огромную территорию безопаснее для ее настоящих обитателей. Адриан больше никогда не встретил Миру, но история этой тигрицы и двух ее детенышей навсегда осталась в его памяти. Иногда самый настоящий долг защитника заключается не только в том, чтобы охранять людей, но и в том, чтобы исправлять последствия человеческих ошибок, когда от них страдают невинные создания. И именно это капитан Адриан сделал в тот день, когда решил последовать за тигрицей в неизвестность. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.